Дорогие водолеи, для вас февраль – это месяц колоссальной концентрации силы. В начале месяца Солнце, Меркурий, Венера и Марс синхронно движутся по вашему знаку, создавая мощный энергетический купол. Это период максимальной яркости. Вы буквально излучаете идеи, а ваш потенциал виден окружающим без лишних слов. Ретроградный Юпитер в Раке фокусирует ваше внимание на материальной стабильности. Избегайте импульсивных трат и быстрых решений. Ваша выгода кроется в системном подходе. В первой половине февраля вероятны крутые повороты в карьере или личной жизни. Не сопротивляйтесь переменам, используйте их как трамплин. Февраль насыщен судьбоносными событиями, и особенное среди них – это солнечное затмение в вашем знаке. На его мы разберем позже, а сейчас перейдем к полнолунию во Льве 2 февраля. Для вас это полнолуние – момент яркого триумфа и расстановки приоритетов. Если в январе вы работали в тени, то сейчас реальность буквально выталкивает вас на свет. Личная сфера выходит на первый план. Речь идет не просто о границах, а о четком проявлении вашей индивидуальности. Окружающие, друзья, коллеги и партнеры начинают видеть ваш реальный масштаб и потенциал. Это прекрасный шанс обновить команду и привлечь по-настоящему сильных и харизматичных личностей. Что касается личной жизни, в ней проявляется активность. Если отношения зашли в тупик, полнолуние возвращает в них живое чувство и подталкивает к смелым действиям. Для Водолея это период честного взгляда на себя и партнера. Взаимное уважение заменяет страх потери, меняя стиль общения и делая близость более глубокой. Полнолуние во Льве очищает пространство от всего тусклого, оставляя только то, что действительно ценно. Используйте эту энергию для закрепления своего авторитета. 14 февраля Сатурн переходит в знак Овна. Этот период требует от вас мгновенных решений, железной дисциплины в словах и готовности брать на себя роль лидера в любом диалоге. В профессиональной среде старые методы коммуникации теряют вес. Сатурн в Овне не терпит длинных совещаний и размытых формулировок. Придется действовать лично, отсекая лишнее. Те проекты, которые томились в разработке, теперь требуют либо немедленного старта, либо окончательного закрытия. Ваша задача – стать архитектором своих идей, превращая хаотичные мысли в четкие инструкции и рабочие алгоритмы. Символично, что данный транзит совпадает с Днем влюбленных. Однако речь идет не о романтических жестах, а о проверке отношений на прочность. Сатурн требует честности, и любые легкомысленные обещания могут иметь дурные последствия. Если в отношениях нет внутренней опоры, это становится очевидно и требует серьезного решения. Зато союзы, основанные на уважении, получают шанс укрепиться и перейти на более зрелый уровень. Что касается финансов, Сатурн отрезвляет взгляд на доходы. Становятся заметны слабые схемы, переоцененные ожидания и рискованные вложения. Сфокусируйтесь на тех источниках дохода, которые дают устойчивый результат и усиливают вашу финансовую самостоятельность в перспективе. А в итоге Сатурн стимулирует к ясным решениям. Он учит выстраивать жизнь, опираясь на личные ценности и реальные ресурсы. Это период прямого действия и зрелой самооценки. Те, кто примет этот вызов, к концу месяца почувствуют устойчивую опору для всех последующих событий. А теперь перейдем к самому главному. 17 февраля солнечное затмение Водолея открывает портал для перезагрузки. Это необычное явление. Солнце и Луна в вашем знаке формируют энергетический всплеск, который четко отделяет прошлое от нового этапа. Старые сценарии перестают работать, а привычные рамки теряют смысл. Водолеи получают шанс увидеть, где они себя ограничивали и где позволяли внешним обстоятельствам управлять своим выбором.
Плотная концентрация энергии на вашем асценденте и Солнце делает этот день ключевым для личного роста и выстраивания будущей траектории. В личных отношениях затмение требует честности и осознанности. Старые привязанности, основанные на страхе или привычке, теряют власть, а взамен появляется пространство для новых и более зрелых связей. Те, кто готов действовать открыто и из уважения к себе, почувствуют усиление притяжения и гармонии в общении. Вашим главным активом становится искренность. Чем точнее вы выражаете свои границы и потребности, тем качественнее формируется близость. Даже если кто-то уходит, это освобождает место для союзов, которые соответствуют вашим новым амбициям и внутреннему уровню развития. Карьера и проекты также подвергаются фильтрации. Марс в Водолее добавляет решительности, позволяя понять, какие задачи перестали приносить удовлетворение. Старые схемы, которые не соответствуют вашим целям, лучше завершить сейчас, чтобы не тратить энергию в дальнейшем. Но если вы сотрудничаете с людьми, чьи возможности и подход совпадают с вашим, то вы способны резко усилить профессиональный рост. Любые инициативы, запущенные в это время, будут иметь долгосрочную силу, особенно если опираться на инновации и реальный потенциал ресурсов. Сфера финансов под влиянием солнечного затмения и Плутона переживает трансформацию. Старые источники дохода теряют эффективность, а новые открываются через смелые идеи и технологические подходы. Сатурн в Овне здесь помогает оценивать риски трезво и отбрасывать иллюзорные возможности. Инвестиции в свое развитие, обучение или инновационные проекты сейчас дают многократный эффект. Кто планирует и действует стратегически, закрепляет финансовую стабильность на месяцы вперед. Кармический аспект солнечного затмения показывает, где вы цеплялись за прошлое. Энергия события обнуляет старые ограничения, позволяя отойти от шаблонов, которые тормозят ваш рост. Это время внутреннего очищения. Страхи растворяются, а пространство заполняется ясностью и контролем над собственными действиями. Ваше «я» обновляется, и вы ощущаете себя более цельным, собранным и способным принимать точные решения. В итоге солнечное затмение – это сборка вашей новой версии. Все внутренние конфликты, которые тянули назад, перестают влиять. А энергия затмения дает возможность действовать смело, с холодной расчетливостью и творческим азартом. Для водолеев это не просто глобальная трансформация, но и отправная точка для значимых изменений во всех сферах жизни на месяцы вперед. С 26 февраля Меркурий разворачивается в ретроградное движение в знаке Рыб, а также зеркальная дата, создающая уникальный эффект отражения. События прошлого возвращаются в новой форме, чтобы вы могли окончательно закрыть старые гештальты. Меркурий движется по вашему сектору ресурсов, а в знаке Рыб он может напустить и тумана. Возможны задержки переводов, путаница в счетах или мелкие ошибки в документах. Постарайтесь завершить все важные сделки до 26 февраля. Если же процесс затормозился, не давите. Используйте это время, чтобы пересмотреть бюджет и найти скрытые возможности там, где их раньше не замечали. Также не забывайте, что зеркальная дата может вернуть вам забытый долг или старый проект, который внезапно станет прибыльным. Личное общение становится зоной повышенной чувствительности. Старые связи могут напомнить о себе, чтобы вы могли переосмыслить прошлые уроки. Зеркальная дата буквально отражает вам ваше поведение. Если вы видите конфликт, присмотритесь, не ваше ли это собственное отражение. Не принимайте решений на эмоциях, сейчас важно не выяснять отношения, а наблюдать за ними с позиции мудрого исследователя. Для Водолея данный период – это не препятствие, а ценная пауза. Вы сможете понять, какие мысли навязаны извне, а какие принадлежат вам.
Ретроградный Меркурий – это шанс навести идеальный порядок в мыслях и кошельке. Очищение от ментального мусора и старых ошибок создает идеальные условия для триумфального входа в весну. Для Водолея февраль станет точкой невозврата к старым ограничениям. Это месяц грандиозного выбора, когда внутренняя честность превращается в вашу главную валюту. Все события от полнолуния до затмения в вашем знаке направлены на одну цель – вернуть вам контроль над собственной судьбой. Энергия планет на вашей стороне. Используйте ее, чтобы построить жизнь, которой вы будете гордиться. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Также не пропустите гороскоп для Водолея на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!